Дорогие мои друзья, всем привет! Это снова Тамара и мой канал об иммиграции и немного о путешествиях. В этом ролике я хочу вам рассказать о ценах в Польше, соответственно, в Гданьске, о том, сколько мы тратим денег в месяц и сколько необходимо здесь денег для жизни, и сколько стоят какие-то определенные услуги, какие-то моменты лечебные. И посетим с вами обязательно продуктовый магазин. Наверное, конечно, первое, с чего я хотела бы начать, это с цен на жилье, на квартиры. Я буду говорить о себе, о нашем опыте. Естественно, в зависимости от города, в зависимости от района, цена может меняться. Мы живем в районе Олива, в городе Гданьск. Недавно я читала рейтинг, что этот район считается самым безопасным в Гданьске, на первом месте по безопасности. Это тоже его плюс. И, в принципе, наверное, я думаю, что и одним из самых дорогих все-таки по съему жилья. Наша квартира трешка, 70 примерно квадратов, стоит 4000 с копейками. Это без коммунальных и без административных сборов. Вот. В общей сложности у нас выходит примерно 6000 злотых только на аренду квартиры. Вот эти, кстати, уши, это моя собака, которая опять, когда начала записывать ролик, начала ходить, стучать лапами и мешать мне его записывать. Поэтому опять она сидит здесь со мной. По поводу коммуналки. Летом у нас выходит где-то 500-600 злотых, зимой от 1000 до 1400. При этом батареи батареи у нас подкручиваются от 0 до 5. Можно подкручивать, можно уменьшать, можно увеличивать. В принципе, этой зимой мы вообще даже не задумывались о том, чтобы что-то подкручивать или экономить, потому что как-то в первый год, когда мы это делали, от того, насколько ты экономишь, счет не менялся. Поэтому в этом году мы этим не занимались. Было дома очень тепло всю зиму. Счета были такие же большие. То есть ни больше, ни меньше, ничего не поменялось от этого. Вот, поэтому, коммуналка где-то так. То есть вот аренда квартиры 4 с копейками тысячи, плюс коммуналка, и плюс еще где-то на наш метраж у нас получается административный сбор в районе 700 злотых. Все цены я буду говорить в злотых, а вы, кому во что удобно, уже переводите там в свою валюту, чтобы примерно сравнить, что это значит. Так, по квартире сказала. Конечно, есть районы, где квартиры дороже, хорошие квартиры, я думаю, в районе от 3000 можно снимать, но коммуналка, опять же, да, дорогая. По поводу, если говорить про помещения для бизнеса, вот как, например, у меня локал есть салон, там небольшая у него квадратура в районе, 21-22 квадратных метра. Я плачу около 2000 злотых за помещение. При этом коммуналка, у меня там нет отопления. Если ничем не пользоваться, то выходит мало. Если пользоваться, включать обогреватель в розетку, то вот у меня как-то даже прошлым летом был счет за 2 месяца 3500 злотых. То есть тут просто главное ко всему подходить с умом, все считать, просчитывать. Вот сейчас я уже начинаю кое-как разбираться в этом. В принципе, сейчас у меня коммуналка на работе, где-то, может быть, 300 злотых в месяц, так как у меня нет отопления. Вот. Отапливаюсь я сама с помощью газовой колонки, это у меня такая специальная колонка, которая меня спасает в этом году. Поэтому, конечно, уже легче, уже проще. Третий основной момент, за который мы платим, это ребенок. Мы оплачиваем детский сад. Детский сад стоит, как по договору, 800 с чем-то злотых, но по факту выходит больше 1000, потому что это оплата самого садика плюс питание. Питание отдельно. День где-то 17 злотых в день. Посчитайте, да, в зависимости от дней. Но если ты там не приходишь, то эти дни ты убираешь себе, то есть как-то так. Плюс логопед, где-то 50 злотых, плюс светлица, это когда мы оставляем 16 до 17, это 50 злотых в месяц. Выходит где-то
1500 за садик, плюс все остальные детские кружки. Расскажу немного по стоимости вот этих всех. Уши торчат, видели? Расскажу по поводу всех кружков. Платим за дзюдо, за футбол, но так как это при садике, то это футбол, по-моему, 60 злотых стоит, дзюдо 80 злотых в месяц. Платим за гимнастику 2 раза в неделю в академии спортивной, 300 злотых в месяц. Платим за теннис раз в неделю в спортивной академии, стоит 270 злотых в месяц. Платим за ментальную арифметику, стоит 270 злотых в месяц. Так, ну и вроде бы пока все. Ну и спасает, конечно, вот эти выплаты 800 злотых. Я вот в прошлом ролике рассказывала, что как раз вот эти детские кружки я плачу за счет этой выплаты, что тоже, в принципе, очень удобно. В сентябре идет Родион в школу, и этот уже будет минус трата, так сказать, что уже эти деньги нам тратить не придется. Уже школа бесплатна, там какие-то минимальные, я так понимаю, тоже будет оплата питания, какие-то дополнительные кружки, но уже все равно это не такая сумма будет. По поводу моего обучения. Я занимаюсь польским языком в школу 2 раза в неделю, уже 1,5 года. Стоит это удовольствие 430, 490, ну, от 400 до 500 злотых в месяц, в зависимости от количества занятий в этом месяце. Я знаю, что есть курсы дешевле, но плюс-минус онлайн, офлайн стоимость одного занятия 30-60 злотых за занятие. У меня получается в районе 50 злотых стоит одно занятие. Кстати, я записалась, вот рассказывала, на госэкзамен B1. Экзамен стоит 710 злотых. Плюс подготовка к экзамену интенсивная 2 месяца в районе 1000. Ну, то есть вот 1700 примерно выйдет мне этот экзамен. Если я его не сдам, то тогда буду тратить деньги заново еще. По оплате за телефон, интернет, за телефон я плачу в месяц 35 злотых, у меня безлимитный тариф. По интернету, честно говоря, платит муж, я что-то забыла. Ну, в районе что-то 50 злотых, наверное, в месяц мы платим. Вот. Но эту информацию надо, конечно, будет перепроверить. Если что-то не так, то я подпишу тут в ролике, что все не так, другая сумма. Так, хочу рассказать немного по поводу медицины. Так как мы платим налоги, вот, то мы пользуемся бесплатной медициной, мы прикрепились к клинике здесь. Ты можешь прикрепиться к клинике и можешь ее менять раз в год, насколько я знаю. Мы прикрепились к клинике Люксмед. В принципе, пока я на 100% ей довольна. Вот, я уже сдавала там анализы, проходила обследование. Если болеет Родион, мы тоже его туда водим. Прививки он делал. Кстати, прививки тоже были бесплатные от гриппа. Ставила ему прививку от ветрянки. Прививка от ветрянки вышла больше, чем 400 злотых. Вот тоже имейте в виду, для меня это был немножко шок. Вот, потому что я как-то не могла представить, что прививка может столько стоить. Ну, в общем, вот так. И причем у меня даже не было с собой в этот день денег столько. Я как-то не рассчитывала. Вот, но мне просто выписали счет, сказали оплатить там в течение 2 недель. Ну, то есть я его заплатила в результате. Так, по поводу зубных врачей. Мы часто водим к зубному врачу Родиона. Кстати, у меня есть классный детский стоматолог, белоруска. Вот Родион к ней ходит очень успешно, удачно. Я ее всем советую. Ее, кстати, очень многие здесь уже знают. Если вам будет интересно, пишите, я обязательно дам контакты ее. Она работает в гарнизоне, в детской клинике. Значит, ну по ценам выходит от 150 до 300 злотых, наверное, лечение. Чистка стоила, по-моему, что-то там в районе 200 злотых. Ну, как-то так. Когда я сравнивала с нашими ценами, которые были в Москве, то, в принципе, здесь даже именно детские врачи дешевле. Ну, чего не скажешь про взрослых врачей. Вот про взрослых врачей расскажу. Я нашла тоже классного врача, это моя клиентка.
Работает тут, принимает уже на Жабянке у меня в районе, в клинике. Вот, я была у нее уже несколько раз. Значит, по ценам чистка зубов стоит 400 злотых. Лечили мне зуб тоже в районе 400 злотых. Вырывали мне зуб в районе 400 злотых. Ну, то есть что-то плюс-минус вот в такой стоимости. И мне будут стоить ставить коронку. Коронка металлокерамика стоит 1500, а керамика 2200, да, вот так вот. Так, давайте я вам еще расскажу про услуги бьюти-сферы. Маникюр, педикюр, да, брови. Все девушки ходят, все девушки ищут себе мастеров. Мастеров на самом деле много, но найти хорошего довольно сложно. От одного мастера у меня ногти попереломались, от другого что-то там отслоилось, третий просто неприятный. Ну, то есть, в общем, не так просто, несмотря на то, что их много, не думайте, что так просто найти мастера, но возможно. Так, по ценам. Маникюр, средний маникюр, везде одинаково, плюс-минус стоимость, 130 злотых, педикюр 150, 160, 180, вот примерно где-то так. Брови 120 злотых, да. Стрижки 100-120 злотых. И окрашивание, ну тут просто, в принципе, все очень индивидуально, поэтому тяжело сказать цены. Но однотонное окрашивание от 250, а сложный AirTouch от 700. Где-то, ну, вот примерно так. Если брать мои цены, то они такие же, как цены у всех салонов, с которыми я там знакома. То есть я не ставлю ни дешевле, ни выше стоимость. То есть человек потом уже выбирает, что ему больше нравится. Так же, как и на маникюр. То есть, в принципе, какой-то разницы в цене большой ни у кого нет. Конечно, если кто-то работает на дому нелегально, то, конечно, у них можно все это сделать дешевле, проще. Вот. Ну, я не люблю на дому. И, ну, у всех свои какие-то предпочтения. Я не люблю, когда по мне лазят коты чужие, или дети на меня кашляют чужие, или там что-то такое. Вот, поэтому услуги на дому мне не подходят. Вот. Ну, опять же, у всех какие-то свои моменты. Кто-то хочет сэкономить, то, конечно, они идут домой. Помещений для бизнеса очень много. Мы первое время даже удивлялись, как может быть там такое классное помещение по такой стоимости. У меня муж постоянно смотрит все эти объявления, постоянно что-то там разыскивает, какие-то локалы, какие-то там помещения офисные. Он снял тоже классное помещение там, за 1000 злотых, классного метража, где очень-очень тепло, в отличие от моего. Но там у него нету воды, то есть мне это не подходит, нету выхода для мойки. Вот. Ну, то есть именно помещений для бизнеса, их очень много в разных районах, и стоят они вполне нормальных денег. То есть для захода в какое-то дело, для захода в бизнес, то есть, в принципе, есть все условия для того, чтобы найти какой-то себе локал, где ты будешь работать. Вот. Что там уже дальше будет происходить, это уже там другая история, вот, но как бы помещение для бизнеса, для каких-то своих идей найти можно спокойно. Ремонт в этом помещении, в принципе, сделать тоже можно, но нужно найти работников, которые это сделают. У меня, кстати, есть такой товарищ, который классно делает недорого ремонты. Так, если говорить про рестораны, мы обычно по выходным куда-то ходим. Ну, у нас на семью получается где-то в районе, не знаю, от 150 до 250 злотых за поход. Дешевле особо не получается. Но где-то средняя это 200 злотых на семью из 3 человек. Ну вот, как бы так подсчитывайте, как это выглядит. Я была в Венеции. Все посмотрели мой ролик про Венецию? Я уже думаю, название меняю, уже что только не делаю, чтобы у него просмотры пошли. Посмотрите, пожалуйста, мой ролик про Венецию, он очень интересный. Вот, я там как раз ходила в рестораны, там цены, конечно, значительно выше, значительно выше. Здесь очень популярные растения, цветы. При этом стоимость на это все настолько доступная, что у
не знаю, мне кажется, у всех здесь весной тут просто конкурс можно устраивать, кто лучший цветовод в этом доме. Потому что у нас у всех соседей какие-то цветы, растения, кто чего только не выращивает. Вот у меня, кстати, видите, сзади тоже красивый. В апреле будет выставка орхидей. И, ну, круто, что на это все цена, я не буду говорить цены, ну, буквально я покупала себе балконные там растения там по 3 злотых, которые у меня вымахали, ну, как цветущие, да, цветы, которые там у меня радовали меня все лето и осень. Было очень-очень красиво. Вот обязательно, когда потеплеет, я тоже сделаю, уже прямо жду, когда я наведу красоту на балконе, мы будем там сидеть, проводить время. Так что это так же, как и одежда, очень доступно. Если говорить про какие-нибудь, например, билеты на концерты, да, куда мы ходили, например, там на Славу Комиссаренко билет 120-140 злотых. Ну да, какие-то вот такие билеты на стандартные какие-то концерты, не на Стинга. Ну да, где-то 150, там плюс-минус такая стоимость. Что, Кира, много болтаю, да? Да. Если какие-то там знаменитые группы, то ну от 300, 400, 500 и выше. И опять же тут есть такая тенденция на билеты, на отели, на все, ну, наверное, как и везде, что нужно все покупать заранее, потому что все хорошее очень быстро раскупается. Вот я сейчас себе уже купила билеты и отели забронировала на лето, и сейчас смотрю цены, то есть я бронировала в феврале, а сейчас смотрю цены, они уже в 2 раза выше. То есть что там будет, например, в мае на июль, уже тяжело представить, что там будет за стоимость. Поэтому, да, вот если там что-то бронировать на майские праздники, то тоже нужно бронировать заранее. Поехать за город куда-то, но тоже вот на нашу семью это где-то от 400 злотых за день. Ну, такое плюс-минус, можно дешевле, можно дороже, ну плюс-минус получается так. По поводу питания. Цены на еду, на продукты значительно выросли. У меня есть ролик еще старый, после того, как только мы приехали, про продукты. Там, конечно, цены еще были значительно дешевле. И на самом деле можно было выйти из магазина с 2 огромными пакетами, потратив при этом 100 злотых. Сейчас это сделать невозможно. Сейчас на 100 злотых ты вынесешь пол пакета чего-нибудь, но явно не 2 полных, как раньше. Вот, то есть цены значительно подросли. Так же, как подросли цены на услуги. Также могу сказать, что ко мне приходит, например, очень много белорусов, и они в шоке, там тоже цены, например, на тоже окрашивание, цены на депиляцию тоже, как я знаю, в Беларуси там в 3 раза дешевле, чем здесь. Цены на маникюр плюс-минус, как я помню, одинаковые, вот, а именно на окрашивание и на депиляцию здесь намного выше. Но при этом ко мне приезжают девушки из Германии, из Дании, из других европейских стран, из Норвегии. Там значительно дороже. То есть им проще приехать сюда, покраситься у меня, и они при этом сэкономят и погуляют еще. Вот, чем покраситься там у себя. Вот, поэтому, в принципе, все относительно. Если сравнивать с Москвой, то цены на мои услуги, они плюс-минус такие же, как были в Москве. То есть я не могу сказать, что, например, здесь дороже или там дороже. Вот, плюс-минус одинаково. Также были мы несколько раз у ветеринара, когда я там сидела первый раз, я думала, интересно, сколько денег мы оставим здесь сегодня, всю нашу зарплату или половину. Но на самом деле вышло очень даже по-божески. Где-то с УЗИ и с лекарствами, с уколами, где-то до 250 злотых. Это вот прям такой был супер такой насыщенный прием. А так, в районе 100 с чем-то злотых стоило это все. На груминг, вот Кира наша ходила вчера, кстати, вся такая блестящая, красивая. 150 злотых стоит. Полностью ей все сделали, ногти подстригли, когти ей подстригли, все ей там помыли, зубы почистили, прочесали, высушили, отстригли ей все, что могли. Вот 150 злотых, тоже классно. Так, по поводу одежды и такой вот какой-то там
бытовых каких-то моментов. По поводу одежды вообще нет никакой проблемы. То есть можно ходить по магазинам, выбирать что-то. Выбор в магазинах огромный, цены совершенно разные. Можно купить крутые какие-то вещи на супер скидках. Вот. Купила себе обалденные брюки для спорта фирмы Puma на супер распродаже за что-то 12 или 18 злотых моего любимого цвета. Они так круто на мне сидели, у меня их кто-то спер. Вот, и получается, что я осталась без брюк, и больше таких цен я не видела. Но факт в том, что можно найти классные распродажи, можно и без распродаж классно одеваться. Ну, то есть вопросов каких-то, даже не хочу на этом заострять внимание, потому что каких-то, не знаю, кремов, бальзамов для волос, всего там, любой косметики, какой хочешь, одежды, обуви, этого просто завались, правда. Ну, то есть даже можно на этом внимание не заострять, каждый покупает то, что считает нужным по тем деньгам, в тех магазинах, которые ему нравятся, то есть все это можно найти. По поводу техники, бытовой техники, не могу сказать, что дешево, но тоже можно найти все, что хочешь. Там каких-то таких моментов, что очень много всего красивого для кухни, для интерьера. Это тоже все по приемлемым ценам, очень по приемлемым. То есть мы снимали квартиру без мебели, мы всю мебель покупали здесь. И на тот момент мне казалось, что по сравнению с Москвой здесь шикарный выбор и все очень дешево. Сейчас, конечно, уже прошло 2 года, может быть, уже и не очень дешево, я уже сейчас не очень ориентируюсь в этих стоимостях именно мебели. Но то, что здесь шикарный выбор, это факт, да. Я еще не сказала по поводу косметолога. Если ходить к косметологу, то где-то какие-то процедуры тоже у меня стоят от 400 злотых. 400, 600, 700. Вот, то есть недешево. Массажи в районе 200. Кстати, вот если говорить про спа, какие-то бассейны, вот у меня есть даже ролики, где я показывала бассейны со спа-центрами. Можно пойти в баню или в бассейн, но это все стоит в районе тоже 100 злотых примерно. Вот если в Сопоте на целый день пойти в Редисон с бассейном, с банями, стоит 120 злотых. Если пойти рядом в Сапаториум, стоит 80 злотых. Если пойти в баню на пляже, 3 часа стоит 60 злотых. Ну, то есть вот примерно такие стоимости. Ну и давайте посчитаем, какая сумма складывается в результате, какая сумма нужна в месяц для жизни, если сложить стоимость квартиры, стоимость детского сада, стоимость питания на месяц, стоимость содержания там, квартиры, стоимость покупки какой-то бытовой химии, плюс всякие непредвиденные расходы, там, например, на стоматолога или на какого-то врача, плюс какие-то поездки. Вот. Ну, понятно, что у всех совершенно какие-то разные запросы, разные желания, разные возможности. Ну, примерно по ценам я вам сказала. Если вас будут интересовать какие-то определенные моменты, вы мне можете написать, я вам отвечу. И вот сейчас, посмотрите, вот мы с Родионом зашли в магазин и покажем вам примерно стоимость продуктов, чтобы вы тоже сориентировались, что тут у нас продается и сколько все это стоит. Пишите мне в комментариях, какие темы вам интересны, я с удовольствием вам об этом расскажу. Буду выпускать побольше роликов об эмиграции, о том, как мы тут живем, а вы мне накидаете темы, которые вам интересны. Я с удовольствием их буду освещать. Вот я, кстати, зашла в магазин Spar, просто была рядом, зашла в него и немного хочу показать вам цены. Вот давайте начнем с вами с овощного ряда. Такое все красивое в этом магазине всегда. Вот апельсины 4 злотых, ананас 6. Кстати, ананасы очень вкусно пахнут.
Яблоки вон тоже что-то какие-то дорогие, 15 злотых, есть за 6. Очень много всего сейчас перед Пасхой, красивого, цветов, букетов. Вот как можете видеть, в районе 10 злотых можно купить букет, пасхальное украшение, много различных конфет, много различных подарков. Вот лимон 8 злотых килограмм, апельсины 8 злотых килограмм. Так, мой любимый марципан. Кстати, я очень сильно люблю марципан. Вот 10 злотых, тоже в разных вариациях. Вот я, как говорила, эти подарочные наборы на Пасху продается. Много-много-много всего. Авокадо. Кстати, очень люблю вот этот черный авокадо. 7 злотых. Вот киви было за 2 злотых килограмм. Так, это у нас тут что? Это пирог 18 злотых. Перцы в районе 14. Да, 14, 22 в зависимости от сорта. Так, огурчики. Многие из нас любят огурчики. Вот, пожалуйста, 7 злотых. Большой выбор различных йогуртов, творожков, от злотого там, с грошами до 4 примерно, где-то так. Много зелени различной для салатов, вот в районе 6 примерно, ну где-то так. Грибы нарезанные 5 злотых. И, кстати, это магазин один из таких довольно дорогих. Просто он мне сегодня попался мне по дороге, поэтому здесь вот лук-порей 4 злотых. Лук, конечно, по сравнению с Москвой намного дешевле. Сметанка 5 злотых. Большая баночка. Вот маленькая за 2,40. Кола Зеро 8, это 1,5 литра. Фанта точно так же стоит. Так, вот гранолу тут нашла 10. Да, в районе 10. Различные мюсли. Так, овсянка королевская с яблоком 10. Дальше я там покажу, там будет овсянка намного дешевле еще. Так, это пиво. Корона вот за 5, а это импортное пиво, не польское, уже дороже, но очень большой выбор. На любой вкус и цвет можно найти себе по своему желанию все, что хочешь. Так, мясо я особо не сняла, ну вот здесь что у нас видно? Куриная грудка 21 злотый за килограмм. Вот как раз овсяные хлопушки 3,99. Ну, то есть с голоду умереть тяжело. Я не буду снимать, конечно, весь магазин. Вот давайте еще вам сыр покажу. 4,99. Президент 7. Вот такой я очень люблю, голубой сыр. 7 злотых стоит. Так, что тут у нас еще такого вкусненького? Вот за 5. Тоже сыр на акции. Так, это у нас итальянский с присыпкой. Вкус Италии. Я не могу, конечно же, мимо пройти. Бри с инжиром. Кстати, классно. Вот 8 злотых стоит. Если пойти в какие-то другие магазины, возможно, будет и дешевле. Ну и вот, в принципе, и все. Мы с Кирой прощаемся с вами. До новых встреч. Пока. Пока.